Время, отпущенное старому лабрадору Мухтару, подходило к концу. Оно основательно поработало над когда-то большим, красивым, сильным псом, превратив его в старую развалину. Пес с трудом передвигался по двору, задумчиво глядя куда-то вдаль слезящимися глазами. Мухтар чувствовал, что эта весна последняя в его жизни, и грустил не потому, что тело мучили боли, приближая последний час. Нет, совсем не это тревожило старого пса. Мухтар не мог смириться с неизбежностью расставания с любимым хозяином. Глядя изо дня в день на страдания своего старого друга и не имея возможности помочь, хозяин решил покончить со всем сразу, освободив пса от тяжелых мучений. Вечером Мухтар был плотно и вкусно накормлен, хозяин долго сидел с ним на крыльце. Обняв пса, он говорил ему что-то ласковое, гладя поседевшую голову верного друга, и много курил. Утром хозяин повел Мухтара к реке. У берега стояла их лодка, в которой вместо обычных рыбацких принадлежностей лежали палка и крепкая веревка с петлей на одном конце и привязанным к ней большим тяжелым камнем на другом. Старый пес вопросительно смотрел на хозяина, пытаясь заглянуть ему в глаза, но человек отводил взгляд в сторону. «Вперед!» – тихо скомандовал он, не глядя на друга. Что-то непонятное, жестокое и очень острое кольнуло в сердце Мухтара, пронзив его невыносимой болью. Ему вдруг захотелось громко взвыть, чтобы прогнать эту боль, освободиться от нее, но ослушаться хозяина пес не смог. Он не прыгнул в лодку, как делал это раньше, а покорно зашел, осторожно переставляя старые лапы с опухшими суставами. Хозяин мощными гребками повел лодку к середине реки, где были самые глубокие места. Наконец он положил весла, надел на шею Мухтара петлю, наклонился и крепко обнял старого пса. «Прости», — шепнул он в чуткое собачье ухо. Растерянный Мухтар преданно смотрел на хозяина, его била нервная дрожь. Хозяин взял палку и, размахнувшись, бросил ее в воду. Апорт! Это была самая любимая команда когда-то молодой и сильной собаки, которая часами могла доставать палку из воды, радостно и гордо вручая ее хозяину. Но не сейчас. Что-то незнакомое и нехорошее было в глазах хозяина. Первый раз в жизни на какие-то доли секунды Мухтар почувствовал страх. В последний раз, преданно посмотрев на любимого хозяина, пес прыгнул в воду, тяжело поплыв к своей цели. Хозяин поднял камень и с шумом бросил его за борт. Лодка от неосторожного перемещения тяжести резко легла на борт и перевернулась. Человек и собака оказались в ледяной воде. Хозяин Мухтара в мгновенно намокшей тяжелой одежде пытался выплыть на берег, но был затянут в водяную воронку, его ноги крепко свело судорогой. Вода сомкнулась над его головой. Тяжелый камень тянул Мухтара ко дну, но пес успел увидеть, как перевернулась лодка и тонул его любимый хозяин. Отчаянно сопротивляющемуся псу каким-то чудом удалось выскользнуть из петли. Всплыв на поверхность, верный Мухтар, собрав все свои силы, нырял за хозяином. Наконец ему удалось вытянуть ставшего неимоверно тяжелым хозяина из воронки. Изнемогая, старый больной пес поплыл к берегу, спасая жизнь самого дорогого человека. Они долго лежали на берегу, человек и его собака. Хозяин очнулся и, увидев рядом еле живого, окончательно выбившегося из сил Мухтара, заплакал, как никогда в своей жизни. Он нес его домой на онемевших руках, крепко прижав к себе, идя непослушными ногами, не чувствуя ледяного холода от мокрой одежды. Донести и отогреть – это были единственные мысли в его голове. Мухтар, завернутый в ватное одеяло, очнулся через сутки, но не в своей будке, а в комнате, где было тихо и тепло. «Наверное, я в раю», – подумал старый пес. Над ним наклонился хозяин с миской теплого молока, в которую звонко падали большие капли из его глаз. «Мухтар, родной, мы с тобой еще поборемся». Они были вместе в радости и в горе ровно столько, сколько отпущено каждому свыше. Однажды теплым солнечным днем Мухтар ушел. Он ушел счастливым. Берегите своих питомцев, они так в этом нуждаются. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.